Всем привет, Николаю Анатольевичу Никифорову, и тебе привет, студент Иннополиса. В этом выпуске мы расскажем о всех видах коммуникаций, существующих в нашем городе. Язык до Киева доведет. В нашем случае чаще до Казани. От общения между людьми до связи между городами. В этом выпуске, не затягивая со вступлением, поехали! Поддерживая статус города высоких технологий, жители Иннополиса предпочитают решать все свои вопросы в Телеграме, мессенджере, достойном стать неофициальным символом города. На каждый случай жизни, будь то предстоящее мероприятие, изменения в расписании пар или проблема в жилом блоке, для каждой темы есть свой чат. Ну а если в твоем расписании появляется новый вид деятельности, будь готов к пополнению в списке чатов. Хорошо, что можно отключать уведомления. Для тех, кто не любит переписываться, есть боты. Вот список, на наш взгляд, самых полезных из них. Student Affairs Bot, Help-бот, Medbot, два самых главных CJ-бот и Инна-еда, а также не бот, но очень полезный канал со всеми ссылками Innopolis Links. Telegram предназначен для быстрого решения срочных вопросов. Деловые же вопросы решаются через почтовый ящик, который предоставляет вам университет при поступлении. Чаще всего почтовые адреса студентов и работников соответствуют шаблону: первая буква имени, точка, фамилия, @innopolis.ru. В университете проходят самые разные мероприятия с высокой частотой, а уведомления о каждом из них приходят на почту. Многие профессора пользуются почтовой рассылкой для объявлений, связанных с курсом, поэтому важно регулярно проверять почту. Это занятие достойно отдельной строчки в твоем ежедневнике. Еще раз о разнице между Telegram и почтой. Telegram – неофициальный канал связи, когда почта, напротив, официальный. В Telegram можно писать по каким-либо срочным вопросам, соблюдая временные рамки рабочего дня. То есть писать после 6 вечера неприемлемо. Также нужно помнить, что в это время люди заняты своей работой, и ждать немедленного ответа не стоит. Отправляя сообщение на почту, нужно придерживаться делового стиля речи и официального формата оформления письма. Еще почта освобождает вас от временных рамок, поэтому ее владелец сам решает, когда ему прочитать и ответить на ваше письмо. Если тебе по душе еще более консервативный способ ведения переписки, или мама решила отправить тебе пару десятков свежезакрученных соленых огурцов, на этот случай тоже все продумано. Записывай индекс города 420500, за посылкой приходить на первый этаж технопарка. Важным аспектом жизни, требующим особого внимания, является здоровье. Недалеко от кампуса, если в Иннополисе вообще что-то можно назвать далеким, находится медицинский центр. Важно знать, что для разных случаев существуют разные способы записи на прием. В случае чрезвычайной ситуации записываться не нужно, терапевт готов принять тебя круглосуточно. Ну а если тебе нужна консультация конкретного специалиста, то ты можешь записаться через простой и удобный медбот, который мы упоминали ранее. Ты, наверное, уже догадался, что у медцентра также есть свой чат. За нужными лекарствами не нужно срываться в Казань. Достаточно дойти до левого торца 4-го корпуса. Коммуникация – это не только общение между людьми, но и связь между городами. Иннополис находится в 42 километрах от Казани, что составляет примерно час езды на автобусе. Коммуникация осуществляется с помощью специальных автобусов – шаттлов. Их расписание и список остановок находятся в Help-боте наряду с другой полезной информацией. Удержать все в своей голове может не каждый, поэтому это главный критерий приема на работу в 319 кабинет. Так что здесь работают люди, готовые ответить на любой твой вопрос, услышав лишь первые два слова. А интервью для студентов не будет для них чем-то новым и необычным. Наша основная цель – сделать так, чтобы наши студенты к моменту окончания обучения стали полноценными личностями. То есть они были целеустремленными, они знали, какие у них есть возможности, адекватно оценивали свои возможности, видели все перспективы. Чтобы у них было свое мнение, они просто ни от кого не зависели. Также в нашем отделе есть психолог, которого вы можете записаться на консультацию. 508 кабинет, Элеонора Ильина. Добрый день, меня зовут Элеонора, можно просто Эля. Я психолог в нашем университете. Ко мне может обратиться абсолютно любой студент, в принципе, с любым вопросом.
вот, и любым вопросам, которые его волнуют. И моя основная задача – это сделать студенческую жизнь максимально комфортной и приносящей удовольствие. Поэтому, если в какой-то период вы стали проживать какие-то неприятные мысли, чувства или состояния, которые мешают вам получать полное удовольствие от жизни, да, и наслаждаться процессом обучения в нашем университете, вы всегда можете обратиться ко мне. Я буду рада обсудить с вами любой волнующий вас вопрос и уверена, что мы вместе сможем найти грамотное решение. Если вы чувствуете, что вам некомфортно, что есть что-то, что вас как-то гнетет, да, что вы бы хотели разрешить, или что вы не можете найти на данный момент какое-то грамотное решение для себя, в принципе, этого достаточно, чтобы уже прийти и обсудить это с психологом. Помимо нас, кабинета 319, как вы нас зовете, да, отдела поддержки и развития студентов, есть еще управление образовательной деятельности. Если мы занимаемся всем, что касается вашей внеучебной жизни, то управление образовательной деятельности – это все, что касается учебного процесса. То есть это расписание, это дипломы, это научные руководители, это курсы, грейдинг, там, куда сабмитить домашки, там, Moodle. То есть все эти вопросы – это управление образовательной деятельностью, кабинет номер 460, почта education@innopolis.ru. Любимый вопрос студентов. Один из любимых вопросов – а справка готова? А как заказать справку? И там начинается: о, мне нужна справка с оценкой, выписками, с часами, справка на английском, справка сегодня нужна. И желательно в самое ближайшее время. Вот, ребят, справка готовится 7 дней. На самом деле нужно заранее к этому готовиться. В университете Иннополис много разных подразделений, и для того, чтобы упростить процесс взаимодействия студентов с ними, был создан с заботой о вас как раз Student Affairs Bot. Что можно с ним делать? Как он работает? Любой вопрос, предложение, идею, необходимость получить совет вы можете направить в этот бот и получить ответ. Как это работает? В Телеграме, либо мейлом на почту вы пишете свой вопрос, допустим, и если это стандартный типовой запрос, то в течение дня вы получаете на него ответ. Обычно даже это бывает в течение пары часов. Если это какой-то индивидуальный случай, касающийся конкретной ситуации, также он будет рассмотрен. В течение какого-то периода вы получаете уведомление о том, что вашей проблемой занимается такой-то сотрудник, или вам нужно дособрать какие-то документы для этого, либо вам задан также уточняющий вопрос, который поможет нам максимально быстро решить эту задачку. Но она в любом случае решится. Поэтому Student Affairs Bot решает любые проблемы, которые касаются студентов, о студентах, о жизни в университете, о жилом комплексе, о том, что у вас сломана карточка или вы не знаете, где ее оформить, о том, какая инструкция к чему-либо, где получить шаблон для какого-то заявления, где сидит тот сотрудник, как к нему попасть и многие другие вопросы. Единственное, вопросы, касающиеся непосредственно образовательного процесса, необходимо направлять в управление образовательной деятельностью. Ну и, конечно же, в 319 кабинет тоже можете вживую приходить и, как говорится, общаться с живыми людьми. Вот. На самом деле есть портал, есть личный кабинет студента, есть Moodle, есть UIS и, возможно, даже еще что-то есть. Самый главный инструмент студента – это личный кабинет. В личном кабинете сосредоточена информация о студенте, также контактная информация. В личном кабинете можно выбрать план питания на будущий месяц. В личном кабинете можно заказать справку. И также планируется, что с личным кабинетом будут завязаны все остальные инструменты, которые у вас будут появляться. То есть это основной и единственный источник и инструмент у студента. Портал – это инструмент и для студентов, и для сотрудников, для того, чтобы заказать книжку в библиотеке, для того, чтобы забронировать скипас, лыжное оборудование в сезон и другое. Поэтому основная разница, то что личный кабинет – это только для студентов. Порталом пользуются и студенты, и сотрудники. Moodle – это портал для учебы, список курсов, оценки, формы для сдачи домашних заданий – все это ты сможешь найти там. Во время сессии частота посещения Moodle возрастает настолько, что сможет обогнать Twitter, Instagram, ВКонтакте вместе взятые, но не Telegram, конечно.
Если ты досмотрел это видео до конца, значит ты готов к нашествию чатиков и резкому увеличению количества входящих сообщений. А теперь ставь палец вверх и переходи к следующему.